друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сейчас это видео по поводу того, что произошло сегодня, 9 апреля 2025 года, в зале суда во Львове по делу об убийстве Ирины Фарион. Трансляции не было, поэтому есть только отдельные отрывки записей, которые выложены в ТикТоке. Причем один из этих отрывков, мне вообще-то показался интересным. Поэтому именно его я и проанализирую. И он касается того, что произошло в суде. Во время того, как коллегия судей вышла из зала суда, по всей видимости, в совещательную комнату. И в это время корреспонденты начали беседовать с Софией Особой, задавать ей вопросы. И вот во время этой беседы София Особа выдала следующий спич. Я его сейчас просто процитирую, а потом проанализирую и сформирую позицию в защиту обвиняемого Вячеслава Зінченка. Итак, что сказала София? Російський язик з рота в українському суді – це ганебне ставлення до країни, в якій ти живеш. Російською мовою вбивають. Російська мова в залі суду не має бути ні з телефону, ні коли мама підходить до сина і потякає російським язиком. Це мене зачепило. Я думаю, що поки буде так, доти перемоги в Україні не буде. И тут раздались жидкие аплодисменты. Кто-то один даже похлопал. Наверное, иронично или, в общем, как-то так. И София продолжает дальше. Отвечая на вопрос, что же там она думает по поводу того, что Вячеслав Зінченко заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения с ареста на домашний арест. Софія отвечает: дивіться, експертиза показала, що чоловік, який сидів на лавці, це і є Зінченко. Я вам раджу, говорит Софія, кореспондентам Зінченка перебрати в капелюх і дати йому окуляри. І ви побачите, що це він. Все, що він буде говорити в суді, говорить Софія, це все неправда. Він обвинувачений, він вбив Ірину Фаріон, і він сяде довічно, щоб хто не говорив. І навіть оці люди, які не поважають Україну, вона має в виду групу підтримки Зінченка, не поважають української мови, які поплюжать честь і гідність вдови героя, то есть она Василия Особу, имеется в виду, считает героем, а себя вдовой героя. Интересно, герой или нет Василия Особа, мне пока неизвестно. И показывают в ТикТоке всякую свою фигню. Это имеется в виду то видео, которое выкладывают сторонники Зінченка в ТикТок. Тому я вважаю, продолжает София Особа, що Зінченко сяде довічно, він прекрасно, вот она говорила здесь, наверное, по Фрейду, да, потом исправила, він
жорстоко, так прекрасно жорстоко, да, получается, вбив маму, то есть Ірину Фаріон. Тому та тварина, то есть вона назвала Зінченка животним, заметьте, да, не має бути тут. Вот весь спич этой вдовы. Вот, что нужно сказать по этому поводу. Речь Софии Особы в судебном процессе, но это было не в процессе, в перерыве, но все равно, против Вячеслава Зинченко представляет собой, друзья, эмоционально насыщенное выступление, в котором она акцентирует внимание на 3 ключевых аспектах. Использование русского языка в украинском суде, обвинение Зинченко в убийстве и желаемый ею приговор, пожизненное заключение. Разберем эту позицию подробно. Итак, первое. Использование русского языка. София Особа резко осуждает использование русского языка в зале суда, называя это ганебним ставленням до країни і утверждає, що російською мовою вбивають. Она видит в этом не только личное оскорбление, но и символическое неуважение к Украине, особенно в контексте войны с Россией. Ее требование запретить русский язык распространяется даже на личное общение обвиняемого с матерью, что подчеркивает ее абсолютную нетерпимость к любому проявлению этого языка в судебном процессе. Она не учитывает, кстати, что Зинченко имеет право потребовать в суде разрешения изъясняться на русском языке, и в этом случае суд обязан будет предоставить Зинченко переводчика. И вот София Особа связывает вот это отношение свое к русскому языку в зале суда с невозможностью победы Украины, пока вот такие практики, то есть использование русского языка мамой, обвиняемым, группой поддержки, пока такие практики сохраняются. Второе. Обвинение Зинченко. София Особа уверена в виновности Зинченко. Ну, во всяком случае, она заявляет об этом. Может быть, внутри она понимает, что Зинченко невиновен. Но изо всех сил пытается продемонстрировать свою уверенность в виновности Зинченко. И при этом она ссылается на экспертизу, которая якобы доказала, что он, Зинченко, это человек, сидевший на лавке в панамке и очках перед убийством. Ее риторика носить категоричний характер. Все, що він буде говорити в суді, заявляє вона, це все неправда. Ну да. Він вбив Ирину Фаріон. Ну да. А где доказательства? Она не допускает сомнений в его виновности, игнорируя презумпцию, друзья, невиновности и отвергая любые показания Зинченко как ложь. Ее предложение перебрати Зинченко в капелюх и дати ему окуляри – это саркастичный намек на то, что даже внешние признаки, по ее мнению, подтверждают идентичность Зинченко как убийцы. И третье. Желаемый приговор. София настаивает на пожизненном заключении для Зинченко, называя его твариною, то есть животным, оскорбляя его и утверждая, что он жорстоко вбив
ее мать. Она выражает уверенность в том, что никакие контраргументы или действия сторонников Зинченко не изменят исход дела. Ее позиция бескомпромиссна. Зинченко, на ее взгляд, должен быть не просто наказан, но изолирован от общества навсегда, что перекликается с ее эмоциональным восприятием убийства как личной трагедии и национального преступления. Речь Софии Особы построена на сильных эмоциях, гневе, боли и патриотизме. Но содержит эта речь мало юридических аргументов. Она опирается на моральное осуждение и символизм, типа «русский язык – это угроза», а не на конкретные доказательства, представленные обвинением в суде. Это делает ее выступление скорее обвинительным монологом, чем процессуальным доводом. Теперь представим позицию защиты Зинченко по поводу речи Софии Особы, включая использование русского языка, обвинения и желаемого приговора. Построим позицию защиты на принципах права, логики и контраргументации с акцентом на неприемлемость эмоционального давления в судебном процессе. Итак, речь госпожи Софии Особы, хотя какая она госпожа, ее речь похожа на речь жлоба, но тем не менее, речь Софии Особы – это не выступление потерпевшей стороны в рамках закона, а откровенный спектакль, пропитанный ненавистью, предвзятостью и попыткой манипулировать правосудием через эмоции. Я категорически отвергаю ее заявление и требую, чтобы суд оценивал дело исключительно на основе фактов, а не истеричных выпадов, которые не имеют ничего общего с объективностью. Разберем ее слова Софии Особы по пунктам и покажем, насколько они абсурдны и юридически ничтожны. Итак, первое. Русский язык в суде – это не преступление, а право. Особа называет использование русского языка ганебным и чуть ли не актом государственной измены. Но позвольте напомнить, в Украине нет закона, который запрещает человеку говорить на русском языке в суде, если это его родной язык или способ общения с близкими. Подзащитный Вячеслав Зинченко, как и его мать, имеет полное право общаться так, как ему удобно, особенно в личных разговорах. Утверждение, что російською мовою вбивають, это не аргумент, а пропагандистский лозунг, неуместный в зале суда. Суд – это не место для языковых войн, а пространство закона, где права каждого, включая право на свободу слова, должны уважаться. Особа хочет лишить Зинченко даже права говорить с матерью на родном языке. Это не патриотизм, а диктатура, которую она пытается навязать суду. Я требую прекратить эти спекуляции. Язык не доказывает вину и не имеет отношения к делу. Второе. Обвинение без доказательств – это клевета, а не истина. Особо утверждает, что экспертиза
показала, что Зинченко – это человек, сидящий на лавке, и что он якобы убил Ирину Фарион. Но где эти доказательства? Мы видели заключение портретной экспертизы, и защита уже указывала. 3 учреждения отказались подтвердить идентичность. А нынешнее представленное обвинением заключение вызывает сомнения в методологии. Сарказм особы про капелюх и окуляры – это не доказательство, а насмешка над правосудием. Она, особо, заранее объявляет все слова Зинченко ложью, хотя суд еще не вынес приговор. Это со стороны особы прямое нарушение презумпции невиновности, закрепленной в Конституции Украины и международных нормах права. Зинченко не обязан доказывать свою невиновность. Это обвинение должно предоставить неопровержимые факты. А пока мы видим только эмоции и голословное утверждение особы. Особа не судья и не прокурор. Ее уверенность в виновности Зинченко не имеет абсолютно никакой юридической силы. Я требую от суда игнорировать эти безосновательные выпады особы и сосредоточиться на реальных доказательствах, которых, к слову, пока нет. Третье. Жажда пожизненного срока. Это, друзья, не правосудие, а месть. Особо хочет, чтобы Зинченко сел довечно, называют его твариною, животным и требует изоляции. Это не просьба о справедливости, а крик о мести, замаскированный под патриотизм. Можно понять ее личную боль как дочери, потерявшей мать, но суд не место для сведения личных счетов. Утверждение, что Зинченко жорстоко вбив, еще не доказано. Судебное следствие не завершено, мотивы не установлены, а причастность Зинченко к убийству оспаривается. Слова особы о вдове героя и людях, которые не поважают Украину, это попытка давить на суд через моральное превосходство, которого, кстати, нет, и через общественное мнение. Но правосудие не работает на эмоциях и не подстраивается под какой-либо там ТикТок, например, или какие бы то ни было группы поддержки. Зинченко не животное, не тварина, а гражданин Украины, у которого есть права, включая право на справедливый суд. Я требую, чтобы суд отверг этот призыв особы к линчеванию и рассмотрел дело беспристрастно, без учета личной вендетты Софии Особы. Итак, речь особы – это не процессуальный документ, это эмоциональный ультиматум, который не выдерживает никакой критики с точки зрения закона. Ее нападки на русский язык – это попытка политизировать дело и отвлечь внимание от слабости обвинения. Ее уверенность в виновности Зинченко не подкреплена фактами, а требование пожизненного срока – это жажда мести, а не стремление к справедливости. Я настаиваю, суд должен отбросить этот шум и сосредоточиться на доказательствах. Если обвинение не может предоставить неопровержимые улики,
Вячеслав Зинченко должен быть освобожден. Мы не позволим превратить этот процесс в фарс, где эмоции заменяют закон. Суд – это не трибуна для патриотических лозунгов, а место, где правосудие должно оставаться слепым к языку, горю и гневу. Мы требуем уважения к правам подзащитного и объективного разбирательства и учета того, что пока вина Зинченко не доказана, Зинченко невиновен. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков.